Здравствуйте! С вами канал «Творчество для всей семьи». Сегодняшний урок для детей любого возраста с любыми возможностями. Это получится у всех. Сегодня я покажу, как создать очень просто принт на ткани. Для этой работы подойдет только хлопчатобумажная ткань. Ткань я приклеила скотч. Это не обязательно. Просто так я получу рамку при окрашивании. При помощи наклеек создаю еще одну рамку. Между наклейками сохраняю расстояние. Наклейки могут быть самыми разными по цвету, размеру или форме. Вот у меня нашлись даже звездочки. Окрашивать можно любой краской. Подойдет и гуашь, и акриловые краски, и, конечно, краска для ткани. У меня акриловые краски. Детям лучше дать гуашь. Окрашиваем постукивающими движениями сверху вниз, набирая небольшое количество краски. Ни в коем случае краску не мазать. Детям постарше подойдет кисточка. Кисть должна быть почти сухая. Не знаю, могу ли считать эту технику авторской. Наверняка кто-то придумал ее еще до меня. Я работала с особенными детьми. И однажды в школу пришел новый ученик, который ни с кем не разговаривал и ничего не делал. Я занималась с ним индивидуально. Занималась, это было громко сказано. На моих уроках он тоже ничего не делал. Он отказывался от всего, что я предлагала, просто сидел за столом. Я открыла все свои ящики, коробочки в кабинете и предложила взять все, что он хочет. Он взял лист бумаги и наклейки. Вот полурока он наклеивал эти наклейки, вторую половину пытался их отодрать, затем сминал лист и выбрасывал его в корзину для мусора. На следующем уроке я положила перед ним вместо бумаги ткань. Он наклеил, конечно, свои наклейки, а затем ткань мы окрасили вместе. Я высушила ее феном и предложила ему снять наклейки. Он был в полном восторге. Вот так родилась эта техника. А еще через несколько уроков стал разговаривать и сказал мне, что хочет в этой технике сделать картину с домами, деревьями и машинками. Я сделала наклейки своими руками, но об этом в следующем МК. Можно добавить набрызг при помощи зубной щетки.
Когда полностью высохнет, снимаем наклейки. О, это самый интересный этап работы. Сразу приготовьте лист бумаги. Возможно, у вашего ребенка получится две работы – негатив и позитив. Проверить, все ли снято, можно, перевернув работу или посмотреть на свет. Если это салфетка, то ее можно украсить бахромой, сделать бахрому. При окрашивании акриловыми красками можно зафиксировать краску при помощи горячего утюга. И тогда можно стирать ткань, но только не в стиральной машине. Друзья, напишите, понравилось ли вам это видео. Поддержите его лайком. Из такой принтованной ткани можно сшить подушку, сумочку для ребенка или превратить его в картину и повесить на стену. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Увидимся!